Всем привет! Привет! Добро пожаловать на канал из города на дачу. Совсем недавно у нас на участке случился пожар, пострадали хозяйственные блоки и пришлось, в прошлом видео мы показывали, построить вот такой вот временный дровник. Забетонировали 4 бруса по углам, стену и крышу сделали из листов ОСБ и сразу же перенесли дрова. Установили старую квартирную дверь замком, а стены выкрасили красный цвет. И вот такую коробочку мы имеем на данный момент. Но сегодня мы постараемся перекрыть крышу. Сделаю бетонную бордюрку вокруг всего сарайчика, чтобы туда вода не заливалась. Попробуем провести свет. Ну и, конечно же, сделаем еще полочки здесь внутри сарая. Везде по периметру мы сделаем такие полки в 2 доски шириной. Ну а здесь, с этой стороны, где дверь идет в шириной 1 доску, чтобы она не мешала выходить и заходить из сарая. В телеграм-канале мы с вами обсуждали идею фальш-окна здесь, на этом сарайчике, поэтому я эту идею хорошо так обдумала. И поэтому моя задача в этом видео смастерить такое окошко. Оно будет не настоящее, фальш, то есть Фальш. просто видимость, да, окна? Да, просто видимость окошка, да. Сейчас так делают, сейчас так модно, поэтому попробуем тоже использовать этот вариант. Ну, хорошая идея. Так что настроимся поработать на этой неделе. Все это будет, а также много другое ждет вас в этом видео. Полочки у нас будут вот такие конкретные, солидные доски, 150 на 50. Одна полочка готова. Это будет двойная. Так, аккуратно заносим. Отлично, и с другой стороны. О, гляньте, здесь промахнулся. Сейчас выкручу, обратно закручу. А на эту сторону, на сторону двери, в 1 слой, в 1 доску. О, гляньте, какая красота получается. Вообще, вначале мы не хотели здесь делать полки. Почему возникла такая идея? Потому что вот здесь соединяются 2 листа. Видите? И такой пробел между ними. Если немножко надавить, то продавливается или это вниз, или это вверх. Поэтому мы решили сделать 2 в 1. И полочки будут. Вот, и 2 листа этих будет скреплять. Оттуда, с улицы, мы на саморезы прикрепим. И листы будет держать полки, и полки листы. В прошлом видео мы показали, как собрали небольшой урожай тыквы, а вы в своих комментариях поделились вкусными рецептами по приготовлению блюд из нее. В общем, вдохновившись вашими комментариями и рецептами, я решила приготовить овощной крем-суп с испеченными на гриле кусочками сала с мясом. Для приготовления такого супа мне понадобятся овощи и плавленый сыр. Картофель, лук, морковь и тыкву очищаю и нарезаю крупными кусочками. Кроме моркови, ее я тру на крупной терке. Такой суп я буду готовить на воде, но его также можно приготовить и на бульоне. Ну и немного поделюсь тем, что недавно на кухне здесь я проводила несколько генеральных уборок. И когда я убирала, прибирала каждый уголочек, так как после пожара было очень много пыли, грязи, нужно было убрать все очень тщательно. На моей кухне меня все устраивает, но во время уборки я поняла, что некоторые детали я бы все-таки еще добавила. И плюс недавно у меня появилась идея, как же можно обновить дверь на кухню. Поэтому сейчас немедленно понемногу собираем все материалы и с наступлением холодов приступим к переделкам и небольшому ремонту на кухне. Ну а здесь я овощи доливаю холодной водой и ставлю на плиту. У меня плита индукционная, на ней готовится все намного быстрее. И сейчас я выставлю только нужный режим.
Немного посолю овощи и буду ждать их полного приготовления. Тем временем здесь на электрогриле у меня запекаются кусочки сала. Я их выложу на тарелку, и пока гриль находится в режиме нужной температуры, еще решила сделать гренки из кусочков хлеба. Спустя время, когда овощи сварились, с помощью погруженного блендера делаю из них пюре. Потом добавляю кусочки плавленного сыра и снова перетираю блендером. И вот такой вот крем-суп у меня получился. Кстати, гренки тоже готовы. Крем-суп оставлю настояться, а тем временем мы пойдем еще поработаем и потом придем на обед и немного отдохнем. Еще на днях бренд Redwerk прислал нам один замечательный инструмент. Пойдемте покажу какой. Это вот такой вот солидный, увесистый отбойный молоток. Такой удобный кейс с двумя ручками. Одна здесь, одна здесь. Это чтобы нести в руках, а это чтобы вести на колесиках. Отличное решение, я считаю. И так как строительных работ нам еще предстоит делать очень много, поэтому этот инструмент пригодится нам еще не один раз, я уверен в этом. У нас вариант на 1700 ватт и на 60 джоулей удар. Но на сайте есть экземпляры и помощнее. Сейчас разложим все и покажу, что здесь входит в комплект. В общем, в комплекте у нас идет масленка, необходимые ключи, запасные щетки, инструкция, пика и зубило. И видно, что из такого очень хорошего металла. Прям чувствуется уверенность в нем. Ну и, конечно же, сам молоток. Такой красивый, брутальный, мощный. Здесь есть нижняя рукоятка вспомогательная, верхняя антискользящая, не будет проскальзывать в руке. И еще она оснащена такой антивибрационной системой. Видите, оно амортизирует, и поэтому удар на руку должен быть в разы меньше. С помощью него можно разбивать бетон, камень, асфальт и так далее. Но мы сегодня устроим ему настоящий краш-тест. У нас по нашей улице посередине дороги всегда выступает скала. И даже таксисты иногда не хотят здесь проезжать. Мы хотим эту скалу сегодня сбить и надеемся, что этот молоток нам в этом поможет. Наверное, вначале я вставлю пику, а возьму с собой два инструмента, потому что не знаю, каким будет удобнее работать. Так, вставляю. На месте. Ну и поскольку отбойник электрический, скала находится метров 100-200 от нашего дома, а такой длинной переноски у нас нет, поэтому воспользуемся бензиновым генератором. Кстати, тоже от Redwerk. Забора у нас еще нет, но калитка осталась. Поэтому мы, как культурные люди, всегда стараемся выезжать в калитку. Опа. Конечно, это такая шутка, вы понимаете. Мы, бывает, и в обход калитки ходим. Ну, иногда так шутим друг с другом. Говорим, почему ты не в калитку вышел? Дверь ж есть. И уже не терпится попробовать. Скала здесь практически везде, как видите. Но там, где мы поедем дальше, там вообще здоровые выступы такие. Вот они, самые большие выступы, где даже машина с трудом проезжает. И то не всякое. Буду сейчас пробовать их убирать. Как думаете, справится? Ну, надеюсь, что да. Ну что, поехали? Будем пробовать.
стал уже нестабильно работать. Наверное, горючее заканчивается. Сейчас Вика принесет бензин и попробуем уже с другой насадкой. О, спасительница с бензином. Молодец, спасибо. Давай зальем. Ого, сколько работы, да? Да, хорошо долбик, кстати, мне очень понравился. Ух, ну что скажем, работает отменно. Скажи. Да. Нужно было, правда, к нему немножко приловчиться, особенно с генератором, потому что генератор пока наберет свои оптимальные обороты, а потом уже отбойник начинает работать хорошо. Но такой монолит взял И конкретно. разбил его. Мы Да, в шоке. и разбил. Кстати, когда к нам приезжал погрузчик, разгребал наши завалы, мы просили его, он пробовал, говорит, не могу, не потяну. справился он, да. Да. Несмотря на то, что он такой, там мощный такой, такие зубила на ковше, и они не взяли вот этот вот. Землю только вот сгребли, расчистили тоже здесь вот на дороге, помог расчистить нам дорогу, но камень так он и не разбил. Это точно. А отбойник справился хорошо. Так что сейчас мы уберем все эти камни с дороги. Конечно, здесь еще работы много, может, будем постепенно каждый день понемножку сбивать. Итак, насколько возможно, мы разровняли здесь дорогу, убрали большие камни, а маленькими и плитами такими вот разровняли. В общем, результатом мы уже довольны. Вот. И еще мы хотим попробовать наш отбойник на цементной плите. Как он, возьмет ее, не возьмет. И Во дворе у нас, да? во дворе, да, у нас есть там были. Площадка такая есть, надо попробовать ее. Ступеньки от летней кухни, от мастерской. Сейчас тоже попробуем, возьмет этот отбойник его или нет. Ну что, мы поехали. А если вам понравился такой отбойник, и вы тоже захотите его себе приобрести, то можете переходить по ссылочке в описании под этим видео. Поехали. Ну что, пробуем плиту бить. На ура! Ну что, со своей работой он справляется. Будем им работать, снимать бетон, потом будем еще делать забор вокруг и, может быть, еще воду пролаживать. Ну не знаем, это в этом году или в следующем. Сколько успеем, столько сделаем. Так, Свеколечка, что ты тут приготовила сегодня? Угощайся. Ничего себе. Суп-пюре из тыквы и овощей. Суп-пюре, крем-суп, да? Крем-суп, да. Вкусненько. Хорошо поработали, можно хорошо и покушать. Вкусно покушать. Хозяюшка моя. Спасибо. Умничка. Вот такие по периметру получились полочки. Видите, я уже тут некоторые вещи разложил. Это все приготовил, чтобы провести здесь свет. У меня остался еще вот такой кусок гофры. Также маленькие кусочки кабель канала, которые не сгорели. Распределительная коробка. Вот такой советский выключатель. Я думаю, он будет работать еще много лет. Ну и сама лампочка. Так что сейчас просверлю отверстие вверху и буду запускать кабель. Так, тут у меня такой наборчик есть. Наверное, самое большое сверло возьму. 10.
Еще я нашел вот такую подходящую полую алюминиевую трубку. Сейчас отрежу, наверное, сантиметров 10. Запущу ее в сарай, в то отверстие, которое я сделал. И через нее буду пропускать кабель. Это защитит его и от повреждений, и от возгорания. Как раз идеально подходит. И кабель хорошо пролазит. Ко мне солнышко в гости пришло. Видно, здесь ему в сарайчике тепло. Вон оно маленькое, наверное, не видно вам. Так, сейчас теперь пропущу кабель гофру до распределительной коробки, дотяну и отрежу и то, и то. Хорошо, прям гофра как раз будет одеваться на ту трубку. О, вообще идеально. Так, ну примерно вот так. У нас после пожара, видите, градусник немножко показывает неправильный градус. Поэтому мы сейчас его заменим. Мы тут прикупили новый. Сейчас я его повешу. Старый сниму. Оп. Жалко. Такой классный градусник. А новый повесим. А то, знаете, у нас спрашивают, ну что там, как у вас погода? Мы выходим, а посмотреть не на чем. В общем, сейчас будет у нас новый термометр. Термометр можно вот здесь на липучке повесить. Но нам этот вариант не подойдет. Мы повесим его, прикрепим его на гвоздики. Так, а старые нужно убрать. Один гвоздик. О, и второй. Так. И вот так. А что упало? Колечко упало. Так, заново его оденем. Все, готово. Кстати, погода у нас сегодня хорошая. Градусник, термометр показывает 15-16 градусов. Все, дело сделали. Все, я подключил уже выключатель и лампочку. Все сделал через распределительную коробку и поместил в кабель-канал. Осталось только это все позакрывать красивенько. И все, можно проверять, будет ли работать. Опачки. Так, здесь тоже закрою. И последний. Так, ну что, проверяем, будет ли гореть или нет. Опа! Отлично. Сейчас Викочка еще говорила, что нашла плафон какой-то красивый. Сейчас принесет, и мы его тоже поставим. У нас за этой дверью здесь в доме находится кладовая. Мы пока еще не занимались ее переделкой, она ждет своей очереди, но здесь хранятся разные штучки советских времен. И вот такие плафоны дождались своей очереди. Сейчас я их приведу в порядок, отдам Роме, и они пойдут в дело. О! Я тебе несу 2 плафона. Вот, смотри, какие. Вот этот красивый. Очень, да. Такой вообще красивый, гламурный, но, наверное, сильно большой. Наверное, не Такой выдержит. будет длинный, да, будем И длинный, да. его Давай, наверное, вот разовьем. этот маленький. После первого же, да, вот этот подойдет. Ой, лучше. такой будет аккуратный и светлый. Сейчас повесим и посмотрим, как он будет выглядеть. Давай. Так, ну все, накрутили, висит. Ну что, Что? красиво. Пробуем, как будет тут. Сейчас я закрою двери. Да. Персик, тебе нравится? Так, и включаю. О, ну ничего, А ты нормально. шо, красота, да. Теперь здесь будет светло и днем, и ночью. Персик по углю набегается черный, страшный, потом умывается, полдня сидит.
Тут же тепло в сарайке, да? Красавчик. Мы с Ромой ездили в город, купили кое-какие строительные материалы. Собачки наши соскучились за нами, мы их покормили, да, поела, молодец. Вот. И интересно, что возле строительного магазина продавали вот такие бэушные окна. Поэтому я здесь одно присмотрела себе, такое вот окошко. Для чего? Для того, чтобы сделать фальш-окно для нашего сарая. В своих комментариях вы советовали нам смастерить такое окошко, чтобы оно было вроде вот таких образцов, которые сейчас покажу. И, в принципе, мне эта идея очень понравилась, поэтому что-то сейчас попробуем сделать похожее. Теперь давайте посмотрим, как оно будет смотреться. Ну, в принципе, даже очень и ничего. И по размеру, и как-то еще и узорчик такой красивый здесь. В общем, мне нужно сейчас его вымыть, поработать над ним, покрасить и посмотрим, что у нас получится. Все, вымыла окно. Вот так оно сейчас выглядит. Единственное, на стекле вот этот налет сейчас буду отдельно вымывать специальным чистящим средством. В общем, окошко целое, это радует. И купила я его за 300 рублей. Из всего комплекта этих БУ окон мне разрешили выбрать вот такую деталь. И я очень рада. Она такая красивая, с таким вот узорчиком. Такое веселенькое будет. Сейчас оно высохнет. Здесь еще, кстати, силикон есть. Скорее всего, утепляли эти окна силиконом. Но он нам не нужен. Сейчас я его тоже сниму. Окошко хорошо высохнет, и я его буду красить. Пришла мне помогать, Веснушка. Веснушка. Окрашивать я буду краской грунт по ОСБ, МДФ, поэтому ей буду красить. Она белого цвета, поэтому окошечко тоже будет белым цветом. Что ты? Привет. Что вы тут делаете? Как дела? Давай 5. Давай 5. Давай. Привет. Очень быстро проходит день и подходит к концу еще быстрее. Я хочу сегодня успеть покрасить окошко, чтобы завтра уже его прикрепить на стену нашего дровника. Да, давай, персёныш, будем красить. Стекла я не оклеивала малярным скотчем. Он не сильно помогает при окрашивании, и стекло все равно пачкается. И хотя я старалась работать аккуратно, у меня всегда рядом лежат две тряпочки, одна мокрая, а другая сухая. И после покраски сразу же стараюсь вытирать потеки и следы краски, чтобы оно оставалось чистым. Теперь вокруг сарая я хочу сделать небольшую бордюрку. Наверное, глубиной сантиметров 15 и шириной сантиметров 5-7. Поэтому вначале вырою по краям такую небольшую канавку, а потом уже буду заливать. Подготовил вот такую планочку из листа ОСБ. У нас еще как раз остались некоторые остатки. И вот такие колышки. Сейчас забью, сделаю ровненько эту бордюрку. И можно будет делать замес и заливать. Так, а здесь мы будем замешивать замес в таком корыце небольшом. Раствор делаю как обычно. 1 цемента, 3 песка и 4 щебня.
Ну а теперь пробуем заливать, чтобы не сильно вымазать сарайчик. Боже, жалко. Так делали, старались, красили. Ничего, потом еще, если что, покрашу больше. Ну, чтоб бордюрка со временем не потрескалась, примерно посередине проложу такой старый ржавый тросик, ну еще очень надежный. Несколько слоев его сделаю, и тогда бордюрка будет целая и не потрескается. Застыла наша бордюрка. Теперь можно эти штыри повынимать. И, кстати, я уже приготовил раствор. Немножко выровняем эту бордюрку, чтобы она красивее смотрелась. О, ну, довольно и так симпатично, правда? Оп. Ага, видно, где тут немножко штыри в саму бордюрку влезли. Как раз это все сейчас и повыравниваю. Вот так выровняем бордюрку. Теперь дадим ей хорошенько высохнуть. И можно будет засыпать этот рывчачок землей. Потому что так она кажется прям высоченная. Ну и здесь тоже хорошенько промоем и еще подкрасим, чтобы было красиво. Так, наши помощники тут немного Шкоды сделали. Здесь был персик, здесь была веснушка. Видно, что собирается дождь, а как видите, сверху на крыше я клеенку снял. Поэтому нужно до дождя успеть крышу покрыть. Я взял вот такое ведро мастики. Сейчас пройдусь все швы, все углы, чтобы оно хорошо схватилось и воду не пропускало. Ну а также буду сам рубероид. Я, кстати, рубероид взял, да. Думали сразу стеклоизол взять, но там нужна газовая горелка. И нужно его хорошо греть. А мы побоялись, чтобы сарай не сгорел опять. Думаем, ладно, положим уже на рубероид, а потом будет видно. Может, дальше что-то переделаем. Мне сказали, что мастика бывает двух видов. Одна густая, ее нужно разбавлять растворителем, а другая уже такая приготовленная. Сейчас посмотрим, какая у нас. Ну да, такая густенькая. Наверное, буду углы все равно не буду разбавлять. Положу шпателем, чтобы был хороший толстый слой. А когда уже буду рубероид к рубероиду, тогда, наверное, разбавлю. Да, вот видите, такая, ну, сравнительно густенькая. Но не сильно. Думаю, ну, пойдет в самый раз. Красиво переливается, черная такая. Ох. Сейчас буду пробовать работать ей. Такая хорошая мастика. Правда, воняет. Ну, нефтепродукты, они всегда так пахнут. Так, хорошенько промажу все углы, чтобы дождь, ни снег не заливал и не залетал. Промазал мастикой все стыки и углы. Ну а теперь буду отрезать рубероид. Такой мы взяли самый хороший, рулон 1300. Ну это если вам будет интересно. Сарайчик у нас шириной 2 листа ОСБ, которые тоже берутся в ширину. Поэтому я решил отрезать 3 листа рубероида, чтобы делать хороший нахлест. Нашел вот такой самодельный нож, немножко подзаточил его болгаркой и с помощью правила отлично отрезается. 2 листа я уже отрезал, осталось еще один, третий.
режется просто отлично. 3 раза провожу, и лист отрезается. Раз. 2. Ой, промахнулся. И 3. Вот, видите? Прорезал. Наверное, еще один разочек. Ну и все. Забираю эти листы. Наверное, буду по одному брать, чтобы так легче было. И лезу на крышу ложить его на его законное место. Так, наверное, для удобства я все равно его скручу. Потом на крыше раскручу. Вот сейчас еще будет ветром уносить. Да и вообще закидывать наверх будет его легче. О, вот так. О, отлично. Сейчас выровняю по краям, чтобы было хорошо. И вот так буду, наверное, загинать и забивать подходящими кнопками. Взяли мы вот такие специальные кнопки для рубероида или для толи, как их называют. Смотрите, они такие широкие и очень острые. Будут рубероид хорошо держать, хорошо впиваться в древесину. Вот. И поэтому, если будет ветер, то рубероид будет зафиксирован очень хорошо. Везде по краям оббиваю этими кнопками. Так, а потом между листами хорошенько смазываю этой мастикой. Сейчас покажу как. Вот так набираю и смазываю. Так 2 листа хорошо склеивается. А потом еще маленькими кнопочками все равно прохожусь, чтобы оно хорошо держалось. Хорошо, что мы взяли большую банку. Думали сразу маленькую взять, но взяли большую про запас, и как раз ее хватит на все дела. Так, ну теперь посередине крыши тоже нужно это сделать. Кстати, многие говорили, что крыша не выдержит, если снег выпадет. Вот у меня 90 килограмм, смотрите, свободно лазит по крыше. Это ж сколько должно снега выпасть, чтобы оно не выдержало. Так, ну еще все промажем и тоже забьем хорошенько гвоздиками. Совсем недавно в своих видео мы показали, как Рома взял на себя инициативу и убрал немного территории соседнего участка, который граничит с нашим участком. Ну, в общем, мы получили в комментариях такой вот ай-яй-яй. Возможно, кто-то невнимательно посмотрел видео и нам написали, что якобы мы свой мусор выбрасываем на соседский участок. Ребят, это не так. Свой участок мы давно расчистили, и он сейчас идеально чистый. Нам достаточно было погрузчика, несколько ходок КАМАЗов, чтобы расчистить свой участок, и также полностью улицу. После пожара было немало мусора, и, в принципе, мы временем ранее все это смогли очистить. Ну и взяли инициативу расчистить вот эти вот метры шириной, и довольно-таки очень длинная такая территория до того дерева. Рома расчистил от горевших деревьев, также лишних веток, чтобы здесь было максимально чисто и не было как бы такой пожароопасности для нашего участка.
И я думаю, что если появятся новые соседи, либо прежние вернутся и будут восстанавливать этот участок, я думаю, они скажут только спасибо за эти метры расчищенной территории, а также за организацию вот 2 куч мусора, которые будет легко тоже убрать либо лопатами, либо погрузчиком. Ну и, конечно же, если появятся соседи, мы будем очень рады, потому что, живя с соседями, жить с соседями очень весело и хорошо, и не так страшно. Поэтому мы будем первыми, кто придет им на помощь и поможет им все это погрузить, выгрузить и увезти. Еще мы подумали, что делаем себе сарайчик красивый, а у наших собачек обгоревшая будка. Это никуда не годится. Поэтому сейчас сниму вот это обгоревшее, сверху хороший лист положу, тоже его прокрасим, и будет такая будочка обновленная. Как она еще уцелела, эта будка, мы вообще в шоке. Это хорошо, что она еще была просто спрятана за погребом. Поэтому более-менее осталась целая. Рубероид расплавлялся, и смола прям повъедалась в ОСБ. Ничего, надежнее будет. Меньше промокать. Как раз у нас остался вот такой подходящий лист. Закроет всю будку. Гляньте. Ну, немножко с боков, да, будет побольше. Но это и хорошо. Меньше будет залетать, меньше будет промокать. Теперь пройдусь это все пропиточным лаком. Такой белый, но на самом деле он бесцветный. Хорошенечко пропитаю, чтобы будка сохранилась надольше. И сверху бросим кусок рубероида. Ну и поскольку у нас собачки девочки, немножко розовым здесь это черное впереди закрашу. Ну все, будка к зиме готова. Осталось только узнать, где бы еще можно взять было сено. Потому что наше сено сгорело, и та ферма тоже сгорела. Не знаю, может у кого-то еще и осталось. Зимой будем подстилать, чтобы Жуже и Альфе было и сухо, и тепло. Так, перекрыли мы крышу, положили рубероид. Может быть, еще немножко попозже возьмем шифер или, может быть, профлист. Ну и бордюрка тоже вокруг сарайчика высохла. А теперь Викочка хочет сделать что-то еще красивое здесь, да? Да, вот это окошко. Я его вымыла, вычистила, перекрасила. Если честно, переживала, что утеряет он свою красоту, потому что в деревянном как бы цвете он тоже, окошко выглядело очень классно. Но в белом цвете довольно-таки прикольно выглядит. И я думаю, что он еще больше и лучше будет подходить для нашего дровненькой конструкции. Давай примеряем. Хочешь примерить? Давай. Да. Наверное, вот так будем где-то вешать на уровне двери, да? Да. Или может чуть выше, чуть ниже. Ну, плюс-минус. Да, возможно, нам, кстати, писали в телеграм-канале, может быть, где-то, если мы найдем такие обналичники для нашей двери, то тоже было бы неплохо. Тоже так вокруг беленьким сделать. Да. А, кстати, у нас обналичники были в гараже. Вот да? Похожие конструкции, да, были. Такие тоненькие. Сгорели, конечно. Пойти поискать? Ладно, не буду пока. У нас такие шутки теперь. Кстати, еще в Телеграме вы написали очень много идей по поводу этого окошка. Была идея сделать прям настоящим окно. Вот. Но пока мы не будем его делать настоящим, потому что мы живем без забора. В целях безопасности, да. Да, того, что там находится. А то дрова украдут или еще что-нибудь. Да. Я хотела шторки, но шторки мы тоже все отменили, этот вариант. И вы еще писали сделать его
зеркальном варианте. То есть поставить так вот зеркало и сделать в стиле французского окна. Было бы вообще здорово и замечательно. Кстати, в душе у нас там есть зеркало. Давай, может, примерю? Ну да, Принесу и давай примерим. попробуем. Давай. Мгм. Так, Викулечка, ну зеркало есть, но оно очень-очень тоненькое. Я что-то думал, что оно должно было Пошире, быть да? пошире. И получается даже, ну да, из двух не получится у нас никак. Но мы не вырежем. И такой вырез Раз, и я вот не так. сделаю точно. Ну да, плюс еще вырез. Ладно, может что-то другое придумаешь. Я уже и так не сплю ночами. Вы столько дали идей. И я, конечно, хотела с зеркалом. Это было бы очень круто. Но есть у меня еще один вариант. Сейчас я его принесу. Итак, принесла то, что нам нужно. Пока я шла к одной идее, искала, что тут можно еще применить к этому окну, нашла другие варианты и довольно-таки самые подходящие для нашего окна. Как-то давно мы ремонтировали летний душ, и я купила вот таких 2 рулона самоклеющейся пленки с рисунком для того, чтобы там заделать стекла на окнах. Вот такой рисунок. Вот. И когда их нашла, я думаю, вот что нужно для нашего окошка. Давайте посмотрим и выберем подходящий вариант. Итак, сначала этот вариант с вами посмотрим. Ну, такое. Вроде бы и красиво. Так, давайте посмотрим второй вариант. Так. Вот оно. Это оно. Супер. В общем, я такая рада. Ну что, давайте быстрее наклеим и посмотрим, как будет выглядеть наше окошко. Так, сейчас возьму канцелярский нож. Где-то в нашем дровнике в сарае. Вот он, один. Так. И теперь нужно эту штуку разделить. Так, где ж ты тут? Это вообще самоклеющаяся пленка? Тут она такая тоненькая, и нету здесь. Ну, на рулоне же было написано, что самоклеющаяся пленка. Нашла. Вот так она отделяется, и тут липкий слой. Мы сейчас им будем наклеивать изнутри пленку. Так, ну что, смотрим, что у нас получилось. Красота! Так, сейчас зову Рому и будем крепить его. Красота! Классно? Да. Держится. Держится, супер. И легко будет его снимать, чтобы там помыть, вытереть, паутинку собрать. Супер. Вот такое получилось у нас красивое окошко для нашего дровника. Мне даже очень нравится. Мне тоже. Я даже не ожидала, что именно такой будет у нас вариант, потому что идей было очень много, и вот что у нас все-таки получилось. Очень Напишите в классно. комментариях, тоже понравилось вам оно или нет. Да. Ну а здесь у нас будет 2 фонарика, ты Да, говорила, я да? заказала фонарики и для дома, и сюда, но они еще не пришли. В общем, надеемся, что хотя бы к следующему ролику их уже привезут. Ну, на этом будем с вами сегодня прощаться. Спасибо, что вы с нами. Ждем ваших хороших комментариев, лайков и пожеланий. Да. До новых встреч, друзья. Желаю вам всего хорошего. Ну, а я пошел работать. Думаю, сейчас вытащить еще мотоблок. И в следующем видео покажу, работает он или нет. Я машу пока-пока, ты проводом. Подходит? Давайте быстрее клеить.